Уважаемый господин президент, уважаемые дамы и господа, только что у нас с президентом Финляндии, господином Саули Ниинистö, закончились переговоры. И вначале хотел бы отметить, что наши межгосударственные связи имеют давнюю историю. 31 декабря прошлого года исполнилось 95 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. Мы ведем дружественный и партнерский диалог. Особое внимание сегодня в ходе переговоров уделили положению дел в торгово-экономической сфере. И здесь, конечно, нужно отметить, что в результате известных европейских санкций, наших ответных мер, двусторонний оборот торговли, конечно, пострадал. В 2014 году двусторонний товарооборот уменьшился на 15%, а в 2015 на 40%. На 19% просел туризм. Договорились, что вопросами восстановления и наращивания многоплановых связей активно займется межправкомиссия. При этом хотел бы отметить, что участники экономической деятельности настроены, что называется, по-боевому, работают и строят большие, амбициозные, я бы сказал, планы. Общий объем накопленных в Финляндии российских инвестиций составляет 2,3 миллиарда долларов, финских в России 2,9, а если посмотреть через третьи страны, больше 12 миллиардов. Мы успешно сотрудничаем в целом ряде областей, например, в судостроении. Благодаря этому производственные судостроительные мощности в Хельсинки загружены до 2018 года устойчиво, повторяю, загружены нашими заказами. Имеется в виду построить 6 кораблей, 5 из них для российских потребителей. А в апреле, например, нашим финским партнерам будет передан первый в мире ледокол на сжиженном газе. Активно работает в России финская компания «Фортум». Российский «Росатом» приступает к реализации проекта по строительству атомной электростанции. Мы в ходе сегодняшних переговоров предметно остановились на тематике приграничного и регионального сотрудничества. Господин президент обратил внимание особо на трансграничную миграцию, которая в последнее время резко обострилась. Хотел бы вас проинформировать, что мы окончательно сегодня договорились о введении временных ограничений на 2 пунктах пропуска российской и финской границы – Сала и Лотта. Эти ограничения затронут граждан третьих стран, но никак не распространяются на российско-белорусское сотрудничество в рамках союзного государства и Финляндию. Очень важной считаем договоренность между Федеральной миграционной службой России и МВД Финляндии. Эта договоренность будет зафиксирована сегодня в меморандуме взаимопонимания и будет посвящена информационному обмену между российскими и финляндскими партнерами. 22 марта является Днем Балтийского моря. Условились с господином президентом теснее координировать природоохранные инициативы на Балтике. Мы рассчитываем и на подключение Финляндии к мероприятиям, объявленного в России в 2017 году Года экологии. Достаточно подробно говорили сегодня и о кризисных мировых проблемах, в том числе о ситуации в Сирии. Рассчитываем, что все наши западные партнеры будут активно содействовать продвижению мирного процесса, используя в этих целях свои контакты с оппозиционными силами. Мы наметили и график двухсторонних контактов на ближайшие перспективы. Я уверен, достигнутые сегодня договоренности по углублению взаимодействия придадут новый импульс нашему сотрудничеству. Хочу поблагодарить господина президента и всю его команду, всех финских коллег за содержательные сегодняшние переговоры. Спасибо. Уважаемые дамы и господа, во-первых, хочу поблагодарить президента Путина. У нас состоялся очень откровенный, очень интересный разговор. Да, и мы также говорили о международных отношениях, и те соображения, те мысли, которые высказал президент Путин, они очень важны. Те мысли, соображения по поводу ситуации на Ближнем Востоке и в Сирии. Наше общее желание заключается в том, чтобы режим прекращения огня будет продолжаться в Сирии, и тот политический процесс, участие России и США, Россия и США им играют большую роль в этом процессе, чтобы вот этот политический процесс потом получил хороший старт.
Мы также говорили о явлении нестабильности, которое сейчас царит и на севере Африки, и на Ближнем Востоке. Это очень большой вызов для всех стран, в которых имеется порядок. И в Европейском Союзе вот это явление также видно в виде миграционных потоков достаточно сильных, которые и до сих пор продолжаются. И очень важно, чтобы международное сотрудничество и в этой сфере функционировало, работало, чтобы мы совместно могли действовать для стабилизации обстановки и, что особенно важно, для борьбы с терроризмом. Касательно наших двусторонних вопросов, хочу сказать пару слов о границе. Финляндия очень довольна тем, что вы учли наши пожелания. Да, и вот то соглашение, о котором вы упомянули, соглашение об информационном обмене, также представляет большую важность, потому что информация в современном мире играет большую роль для искоренения нестабильности. Вы также упомянули о наших торгово-экономических отношениях, которые в заданных рамках все-таки работают достаточно, функционируют достаточно хорошо. Но вот в этих рамках мы можем и в дальнейшем продолжать развитие вот этих торгово-экономических отношений, развивать их далее. И очень хорошо, что возобновится работа межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. И в нашем сотрудничестве в сфере экологии мы обязательно будем учитывать проведение в России года экологии в 2017 году. Это будет очень полезное начинание для оздоровления Финского залива. И вот в этом плане у нас имеются давние традиции работы на благо Финского залива, на благо Балтийского моря. И мы надеемся на то, что и в дальнейшем можем продолжать наше сотрудничество и в решении проблем, касающихся полигона Красный Бор. Хочу еще раз поблагодарить вас сердечно, уважаемый господин президент, и хочу вас пригласить в Финляндию в удобное для вас время. Корреспондент Kerstin Grunwald из общественной телерадиокомпании Yle. Вопрос к президенту Путину касательно ситуации с просителями убежища. После того, как вы дали команду ФСБ усилить контроль на границах, объем или количество мигрантов, которые следовали из России в Финляндию, сократилось существенно. Можете ли вы сейчас гарантировать, что такое явление, которое мы имели на протяжении нескольких месяцев, не повторится? И если сможете, тогда каким образом вы собираетесь это делать? Некоторое время назад президент Финляндии в одном из телефонных наших разговоров обратил внимание на эту проблему и попросил принять необходимые меры для соответствующих ограничений. И, как вы видите, мы это сделали. Там за январь-февраль, по-моему, российско-финляндскую границу пересекло 1700 человек, по-моему. Нет, 1700. А вот в марте там уже счет идет на единицы. Мы договорились, и сегодня окончательно это утвердили, ввести ограничения на 2 пунктах пропуска. Я уже сказал, Сала и Лотта Рая Йосипи. И, как видим, это работает. Но есть еще одно обстоятельство очень серьезное. Если из Турции в Грецию люди перемещаются без всякого контроля и без документов, на территорию Российской Федерации иностранцы могут въезжать только по визам. Ну, конечно, кроме стран, с которыми у нас безвизовый въезд. Тем не менее, все-таки это создает определенные условия для контроля, серьезно. Ну, и здесь есть у нас определенные ограничения, связанные с тем, что если люди въехали законно на территорию Российской Федерации, а другая сторона, в данном случае Финляндия, их принимает в качестве беженцев, у них визы закончились, то назад мы их уже взять не можем без виз. Так у нас возникли некоторые проблемы с Норвегией. Именно поэтому я здесь полностью согласен с господином президентом. Очень важен информационный, своевременный и профессионально выстроенный обмен.
одно я вам могу точно сказать. Мы понимаем озабоченности наших финских друзей и будем работать вместе в абсолютно партнерском режиме. Спасибо. Да, практически коллега уже достаточно основательно описал ситуацию, в общем-то, которую мы хотим создать. И хочу еще повторить, что мы весьма довольны тем, что наши интересы, наши пожелания были учтены. Добрый день, Павел Зарубин, телеканал «Россия». Конечно, сегодня главная тема, мировая тема – это теракты в Брюсселе. Вы выразили соболезнования, но сегодня здесь двусторонние переговоры, поэтому вопрос о двусторонних отношениях, вопрос президенту Финляндии. Общеизвестно, что в политике антироссийских санкций все страны Евросоюза вынуждены руководствоваться, исходя из того, что решает Еврокомиссия. Решение едино для всех стран Евросоюза. В России даже есть такая поговорка: всех гребут под одну гребенку. Но ведь понятно, и мы знаем, что у разных стран Евросоюза кардинально подчас различается объем отношений с Россией. Например, у России и Финляндии огромный объем товарооборота, даже несмотря на падение в последние годы. И странно было бы, например, сравнивать этот товарооборот, например, России и Португалии. И в связи с этим вопрос: как Финляндия балансирует между соблюдением этих общеевропейских директив и собственными национальными интересами? И вопрос президенту России: как вы оцениваете эту ситуацию? И, на ваш взгляд, удается ли нашим партнерам соблюдать этот баланс или не удается его соблюдать? Во-первых, хочу отметить, что санкции, они наложены не Европейской комиссией, а Европейским советом, значит, саммитом Евросоюза и при единогласном решении. И вот такие решения, они подлежат соблюдению всеми странами-членами. Да, и вот эти экономические санкции, они, безусловно, никто не отрицает, они снизили объемы товарооборота, торговли между Финляндией и Россией. И я полагаю, что нет ни одного человека, который не был бы согласен с тем, что хорошо было бы избавиться, в общем-то, от этих санкций, но для этого требуется соблюдение минских договоренностей. Да, и действительно, как вы правильно отметили, все-таки финляндско-российские торгово-экономические отношения, они остаются достаточно активными. По крайней мере, товарооборот между Финляндией и Россией намного больше, чем между Россией и Португалией, как было отмечено. И надо еще сказать о том, что за пределами действия санкций есть еще много резерва, много возможностей. И мы, естественно, должны использовать и используем эти возможности. Сегодня мы также говорили здесь в присутствии председателя российской части Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. И при этом разговоре отметили, что мы должны стремиться найти новые формы такого торгово-экономического сотрудничества, такие формы, которые не подпадают под действие этих ограничений. И надо сказать, что на эти торгово-экономические показатели, это развитие также повлияла общая экономическая ситуация, развитие экономики, которое, к сожалению, не было очень благоприятным. Да, и эта ситуация наблюдается неблагоприятная как в России, так и в Финляндии, экономическая. И надо сказать, что одно из тех проявлений, которые мы наблюдаем, этих процессов, это снижение объемов туризма. И это очень сильно ощущается именно на востоке Финляндии. Там многие предприниматели об этом говорят, заявляют, что там упали эти показатели по туризму. Раньше россияне, они с удовольствием приезжали туда, в общем-то, в отпуск, совершали там покупки и так далее.
И то, что касается балансирования там интересов, о котором вы спросили, мы в Финляндии достаточно такие люди, достаточно прямые в том плане, что мы не сравниваем наши интересы. Мы соблюдаем общие решения, соблюдаем то, что было решено, и вот в настоящем случае это санкции, но также мы соблюдаем там принципы добрососедства. И поступаем таким образом, как полагается хорошему соседу. Что касается снижения нашего товарооборота, здесь много причин. Это европейские санкции, наши ответные меры, общее снижение экономической активности в мире и в Европе, снижение цен на наши традиционные российские товары экспортные, курсовая разница валют. Ну, по-нашему, да, и все это привело к тому, что Россия утратила первое место в торговле с Финляндией, пропустив вперед Германию и Швецию. Но и Финляндия несет определенные издержки, по нашим подсчетам это чуть больше 1% ВВП Финляндии. И, уверяю вас, это никому не нравится. Ну, участники экономической деятельности ведут себя достаточно активно. Я уже упоминал, вот известная компания финская Fortum планирует очередные инвестиции в объеме 4 миллиардов евро или долларов в нашу российскую электроэнергетику в Сибири и на Урале. Строительство атомной электростанции в Финляндии будет осуществляться за счет российского кредита в объеме 7 миллиардов долларов. Ну, вот сегодня финские партнеры приводили такие данные. На российском рынке работает 500-600 примерно финских компаний. И по их, опять же, данным, это создает примерно 40 тысяч рабочих мест в России. Россия, как и прежде, как поставляла почти 100% природного газа в Финляндию, так и поставляет. Как поставляла 80% нефти, потребляемой в Финляндии, так и дальше поставляет, сегодня поставляет. Уверяю вас, с обеих сторон понимают важность и значение наших торгово-экономических связей и относятся к этому бережно. Настолько, насколько это возможно в современных условиях. Спасибо. Kiitos.